Итак, здравствуйте, дамы и господа. Много времени утекло с тех пор, как я выпускал мой топ-3. Это было еще в июне. С тех пор немало воды утекло. И я решил, скажем так, перевыпустить мой топчик. Он, конечно же, может не совпадать, по мнению, с вашим. Это просто те герои, которыми реально я играл. Которые, у меня достаточно прокачаны. И которые, я считаю, представляют интерес. То есть у меня, в принципе, как вы знаете, немало, довольно равноценно прокачанных героев. Вот из них, в принципе, я и выбирал. Ну и начнем мы с вами с порядка. Ближники. Называется он топ-3, но в каждом, в принципе, будет бонусный герой, можно так сказать. Которого я заигрывал одно время, допустим. Он мне крайне нравится, но по каким-либо причинам я его, например, сейчас не играю. То есть, и начинаем мы, соответственно, порядок. Это ближний бой. И, соответственно, первое место это Харон. Вообще, в принципе, для меня лично это без вариантов. Да, кто-то скажет, что первое место это стопудово Легион. Но Легион это чистый порядок. А кто меня знает, тот знает, что я не люблю чистый порядок. То есть, для меня это, скучно, неинтересно. Считайте, как хотите, в общем. Дело ваше. Вот, и на первом месте, соответственно, это Харон. Харон ловец душ. У меня он пробужден, насколько я помню, 2 раза. Советую действительно не повторять мою ошибку. Не надо его будить. Гоните его спокойно на 16 уровень. У него там будет и кинотаф 144, и он будет давать 3 доп. Атаки. Если бы я его не пробуждал, он бы у меня давным-давно уже был на 16 уровне и делал бы все как положено. Вот здесь, да, будет увеличиваться урон. Урон, и все. То есть кинотаф изначально всегда будет 28 при любом пробуждении. Да, статы, конечно же, будут расти, но, в принципе, Харон это, скорее все-таки не о статах дело. Когда наберете достаточно душ после того, как закачаете его на 16, можете смело его будить и возвращать на 16, но только при этом условии. Потому что, 3 руны доп. Атаки это все-таки главная его фишка, пожалуй. Вот 4 руны будет на 26-м, как мы все понимаем, до 26-го немногие из нас докачают. И это дело не одного года прокачки. Либо вам будет просто категорически вести, и вам постоянно будет падать Харон отовсюду. В этом случае еще возможно. В остальном же, маловероятно. Поэтому мы все-таки ориентируемся на 3 руны доп. Атаки. Это уже очень здорово. То есть за 2 хода он практически заспамливает все поле. Вот как-то так. И, соответственно, в конце хода он превращается в кинотаф, в моем случае 84. И при атаке союзника, включая себя, наносит изначально 30 урона случайному врагу хаоса, то есть как-то вы его только поставили на поле. После того, как он будет вылезать из кинотафа, он будет наносить 16 урона. Вот при такой прокачке, как у меня. Все карты, которые я буду обсуждать, будут вот именно по своей прокачке, как они сейчас есть, я буду их обсуждать. Второе место, я его, реально этого героя, 2 героев из этого топчика я открыл для себя, и они замечательно себя показывают. Это Грифиус. То есть я сейчас непередаваемое удовольствие получаю от игры этим героем. То есть после того, как его изменили, вот он у меня сейчас прокачан на 14 уровень, соответственно, при атаке наносит 87 врагам в 2 случайных линиях. Перед атакой любого раненого героя дает 12 блок союзникам в ряду, включая себя, и имеет полет. На данный момент для меня этот герой, отлично себя показывает. Во-первых, он имеет полет, то есть может контрить спокойно ту же самую, Шаамуну, еще кого-то. Много, в принципе, практически всех в первом ряду он может законтрить. На ход, на 2, иногда и больше, если там здоровье нахапает. И вот это его умение, да, оно дичайший рандом, конечно, но мне непередаваемое удовольствие доставляет. Я вообще люблю все рандомное, как я уже говорил. И вот когда эти 87 залетают куда надо, это просто сказка. То есть вообще класс, можно сказать. Также он у меня 2 раза пробужден. На следующем 16 уровне его пробуждение даст блок союзникам в ряду увеличится до изначальных 43. То есть если сейчас 12, на 16 будет 20, то здесь сразу же 43 будет. По-моему, неплохо. То есть от этого героя я сейчас получаю очень положительные эмоции.
Поэтому я включил его в свой топ. Ну, в конце концов, топ мой, почему бы и нет. Ну и на третьем месте у меня стоит Аматерасу. Опять же, после того, как ей поменяли умение, эта девочка раскрылась просто замечательно. То есть при атаке любого героя ближнего боя, включая себя, получает плюс 14. Вот у меня тоже она 14 уровня и 2 раза пробуждена. В конце хода дает щит судьбы соседним союзникам, включая себя. Вот это умение, оно офигительно себя показывает просто. То есть, когда ты играешь под огром и ставишь, например, камни ее поставить, прикрыть камни щитами, то есть это лишний хил, и камни будут стоять, и потом она опять в конце хода даст эти щиты, то есть здесь ее нужно просто грамотно использовать. Также перед третьим ходом Джимми, когда он выпускает рокербоев, если они, ну, не топово прокачаны, прям топово-топово, то она просто в нулину сгоняет атаку Джимми. Соответственно, Легион не может разогнаться, и вся комба ломается. То есть минус 81 атаки у меня вот сейчас. Следующее пробуждение даст ей плюс 45 за каждого атаковавшего. И вот потом уже минус 132 при появлении дальников. То есть герой, ну вот опять же на данный момент отличный, он мне очень нравится, поэтому она в моем топе. Больше, в принципе, и добавить-то по ней нечего. Возможностей применения ее сейчас очень много. Я еще не пробовал ее в приключениях, надо вот попробовать в приключениях, она там тоже должна отлично заиграть. Ну и четвертый, скажем так, бонусное место, это, конечно же, Легион. Я его играю крайне редко, но это не отменяет того, что эта карта колодообразующая, и вокруг нее строится весь порядок. То есть убери сейчас Легиона, и порядок очень сильно во многих аспектах просядет. Хотя его и усиливают постоянно. То есть сейчас вот ему добавили там нового героя. Ну, мы о ней сейчас еще пару слов буквально скажем. То есть добавили и нового героя. И вообще, то есть порядок все время в шоколаде. То есть порядок все время в шоколаде, остальные фракции немножечко от этого страдают. Мне кажется, не стоило им прям вот так вот налегать на порядок и такое количество вариаций давать. То есть, но, опять же, все вариации практически сходятся к Легиону. То есть, если ты играешь чистым порядком, да еще и по Джимми, то, ну, конечно же, это идеальный вариант Легион. К сожалению, наверное. Не знаю. Не очень я вот люблю этот чистый порядок, ну, как я уже и говорил. Не будем на этом зацикливаться. Все, переходим мы, соответственно, на стрелков. Ну и давайте начнем от обратного. На, скажем так, бонусное 4 место я поставил ГОСТу. Девчонка просто великолепная, может она затащить. И мертвую, в принципе, полумертвую партию она может вытащить. Ну, тут как повезет. То есть атакован союзный варлорд наносит 116 случайному врагу. Вот у меня она пробуждена один раз, получается. Ну, вот можно ее будет там будить и гнать дальше. Враг атакован, включая варлорда, наносит 13-19 вражескому варлорду и имеет пробивание 20. То есть, ну, ничего не могу сказать, классный герой. Плюс она может заходить в солянки. То есть она не завязана прям как-то на порядок, поэтому может она заходить в солянки. На третье место я воткнул Эостру. Вот купил я ее вчера за 600 гемов, там 300 карточек. И, соответственно, прокачал ее до 10 уровня. Вот также она у меня вот, можно до 16 гнать. Пока она у меня вот такая. Накладывает немоту на мужчин врагов при выходе. В конце хода дает плюс 8 союзникам за каждую женщину, включая себя. И в начале хода наносит 10 урона врагам за каждого союзника. То есть стоит 10 союзников, ну, образно говоря, она нанесет 100 урона. Ну, что по ней сказать, отличный герой, пригодится абсолютно везде, и она занимает вполне законное место в моем топе. Но сейчас очень много сильных девочек, поэтому, возможно, ее актуальность будет потихонечку и падать. То есть сейчас, ну, выпускать ее против одного мужика, как бы, ну, периодически приходится, но, конечно, хочется чего-то большего. А тут, ну, как повезет. Ну, вообще, ее, конечно, актуальность немножечко падает сейчас. Следующее место, это у меня Грейс. Она у меня не доведена полностью до ума, то есть это надо гнать ее, ну, там, по-моему, на 14 что ли, уровне, или на 15-м, 19 она получает урона. Вот. Пока она у меня вот такая вот, при атаке наносит 16 урона случайному врагу, срабатывает 7 раз. При убийстве врага, кроме зданий, дает плюс 5 случайному союзнику, срабатывает 7 раз. То есть в общей сложности она 35 атаки накидывает. Конечно, мало. Каждую 7-ю смерть любого героя получает 7 дополнительных атак. Я ее сейчас использую довольно редко, если честно.
недостаточно она у меня прокачана, чтобы представлять, ну, вот прям такую топовую угрозу. Поэтому использую я ее сейчас редко, периодически заменяю ее. Иногда беру, иногда нет, но это не отменяет того, что это реально топовый герой. Герой наитоповейший, и опять же, это порядок, как бы это грустно ни звучало. То есть, возможно, если бы она была вот в таком виде, ей бы дали другую фракцию, это было бы интереснее. А так она сейчас в каждой колоде порядка, соответственно, присутствует. И когда прокачка у нее сильная, остановить ее довольно трудно. Стрик стоит у меня на первом месте. Я всегда считал этого героя топовым. Просто были там времена, когда я его там куда-то не включал, что-то так. Но это не отменяет того, что это, ну, офигенный герой. И это опять же порядок. Ну и при атаке он дает плюс 24 союзникам на один ход. Получает способность, наносит 11 урона врагам вокруг цели в радиусе 2 клеток за каждого героя. И в конце хода дает взрыв 12 случайному союзнику. Вот это его умение наносит 11 врагам вокруг цели. То бишь, я его стараюсь сейчас, когда с Огром играю, использовать как? То есть, либо я жду, пока выпускает камни там напротив меня Огр, либо, когда уже ситуация такая, ну, на тоненького, и я тогда ставлю камни, ставлю своего стрика и долблю. Урон нормальный проходит, там и по 110 периодически пролетает, то есть, а если его еще и под Харона, как я его стараюсь использовать, всегда стараюсь стрика использовать на двойной руне. То есть это все зачистка стола стопроцентная, вообще без вариантов. Стол просто сносится. Поэтому стрик и Харон это для меня два первых места в порядке. Ну вот, как-то так. Ну, переходим мы к природе. Здесь уже все поинтереснее. Было на самом деле, с одной стороны, сложнее выбирать. Да, кстати, Масуру я сюда не включил. Масуры, к сожалению, у меня ее мало. Я ей почти не играю. Крайне-крайне редко, когда вот вы там подкидывали сборочки с Масурами, я ее брал. Поэтому Масуры в этом топе не будет, но это не отменяет того, что это засранка сломанная к чертовой матери, и что нерфили, что не нерфили, все равно она, если выходит на первый ход, а сейчас частенько играется комба, выходит Масура, потом выходит Грейс, то тупо ко второму ходу она вас сливает. Ну, во всяком случае, меня сливает. Вот, как-то так. Ну, а так, на четвертом месте у меня стоит как бонусный, это Шершах. Все время я пытаюсь раскрыть этого героя, и периодически он творит такую грязь, что просто страшно становится. То есть вот он у меня сейчас на 8 уровне, ну возьмем априори 11. То есть карточки у меня есть, будем считать как 11 уровень. То есть вот при убийстве он наносит урон равный 50% случайному врагу вокруг убитого. То бишь этот зигзаг может пойти абсолютно как угодно, учитывайте это. Конечно, если вы ставите в самый низ, например, и у врага идет наверх тупо цепочка там из Масур, а потом еще кто-то, то учитывайте, что эта цепочка убьет в принципе все. То есть он ударит, и если у него хватает вот этого урона, половины от его атаки, то он сливает все к чертовой матери. Я так полностью поле сливал. То есть просто цепочка удачно зашла, прошла по всему полю и все к чертовой матери убила. Плюс под Дроганом это доп урон, соответственно, кучу там героев он убивает, там можно до 200 там, урона, грубо говоря, внести. Вот. Ну, на моей прокачке, опять же. Перед атакой получает плюс 27 за каждого раненого героя. То есть он от раненых играет. С Острый, кстати, тоже это замечательно работает. Получает плюс 40 за каждого соседнего врага. Ну, это вот я его 2 раза пробудил. И вот он у меня пока на 8 уровне. Ну, пока плюс 33, на 11 будет плюс 40 за каждого соседнего врага. Ничего не могу сказать, отличный герой. Просто... Его, кстати, можно использовать не только как именно уничтожителя, то есть там цепочки, например, героев, а если есть свободный путь к варлорду и стоит куча раненых, потому что он бафается и от наших, и от противника, то есть если пачки там 10, там 15 раненых стоит, ну, опять же, образно, то есть 10 раненых он получает 270 урона допом. То есть это 362 урона. Просто с руки он вносит в варлорда. То есть вот в таком плане он тоже может работать. Особенно если перед этим у вас там, например, Сик стоит неубитый, то есть он сольет всех к чертовой матери, но тогда вы, конечно, гораздо меньше получите. Там, но в идеале это когда вот, то есть свободный путь к варлорду, вы ставите Шершаха, он набафывается от раненых, от ваших, там, от чужих, неважно. И долбит, короче, просто варлорда, сливая его. Меня так тоже убивали с двойной руны, там с фулл хп меня убивали. Но тогда попался Шершах реально перекачанный, он где-то был, да, вот такой он был. Примерно такой там плюс-минус хпшки у этого атаки чуть-чуть.
Вот. Все, что по нему могу сказать. Отличный герой. Также один из моих любимчиков — это Грут. Опять же, частенько я его использую, сейчас пока нет. Но это не отменяет того, что герой отличный. Отличного за счет чего? За счет накладывает немоту на врагов в линии, включая здание. То есть кто-то поставил там в Анакауре, вы поставили Грута. Кто-то там спрятал кого-то куда-то, вы поставили Грута, весь ряд засален. Ну, вся линия засалена. В конце хода он получает полтинник здоровья и имеет блок 6. Ну, опять же, это у меня, он 2 раза пробужден и вот прокачан на 12 уровень. Ну, на 16 вот так он будет выглядеть. Особо по нему и сказать-то больше ничего. Сало и сало. Ну, герой хороший. Ну, третье место, обожаю этого героя, это Скраб. Тоже я его сейчас пока давненько что-то не использовал. Тоже он у меня на 2 пробуждениях и на 13 уровне. Ворует он у меня вот по 28. На следующем уровне будет воровать, соответственно, 39. При смерти врага, кроме зданий, крадет у врагов 28 атаки. Дополнительная атака, то есть он изначально имеет 2 атаки. И при атаке наносит урон, равный своей атаке, всем врагам за целью. То есть стоит какой-то жирный танк, за ним там прячется и Остра, там Ангелия, Александрия, там, Афродита, кто угодно. То есть он 2 раза нанес по жирному танку и к чертовой матери снес все, что за целью. Если при этом убил, еще и атаки наворовал по всему полю. То есть герой, опять же, отменный, но пока, к сожалению, в пачку он мне немножко не заходит. Вот пока у меня такие ближники вот стоят, пока не впихнуть его. Но экспериментировать я обязательно буду, а еще если вернут потасовку, то мы вообще с вами экспериментируем там по полной программе. Ну, что могу сказать по скрапу? Да везде он пригодится, абсолютно везде. И в приключениях я его, кстати, юзал, и он пару раз помогал. Вот, герой хороший. Реально герой хороший, ничего сказать не могу. Ну и первое место — это моя любимая скорпионика, это Selkit Ankh-Scorp. То есть практически я ее уже до 16-го докачал. Она у меня пробуждена, соответственно, 3 раза. На 6, на 11 и на 16. И вот практически я ее вернул на 16. Чуть-чуть, тут буквально 60 карточек осталось. И будет она у меня вот так вот выглядеть. То есть дадут ей здоровье и дадут ей регенерацию увеличить. При пробуждении, при следующем, у нее, соответственно, увеличится регенерация. Ну и потом на 26-м у нее увеличивается вот этот разовый урон, когда бьешь по варлорду. Ну, а если так о ней говорить, то при атаке по вражескому варлорду наносит 173 случайному врагу. При появлении 173, это, ну, вот на моей лиге фактически она сносит любого героя за раз. То есть, ну, за исключением там отдельных личностей, которые в здоровье именно упороты. То есть при появлении врага накладывает токсин 75% на 2 случайные цели. Токсин — это у нас, то есть герой, который его получил, он первый раз проатаковал, и у него атака срезалась на 75%. Ну и при смерти любого героя, кроме зданий, получает регенерацию 52 единицы. То есть умрет он 2-й раз, это будет 104 единицы, умрет 3-й, это будет 156. Ну и все в таком роде. Герой вообще великолепный, регулярно я ее заигрываю, пока вот нет ее в моей пачке. Ну, я уже объяснял почему. Сейчас вот такая вот у меня сложилась колода, и просто Selkit в ней пока что нет места. Но это не отменяет того, что я со временем, возможно, уберу Харона, возьму Selkit. Потому что от нее пользы реально тоже очень много. Просто Харон у меня сейчас стоит почему? Что, ну, во-первых, двойная атака под Аматерасу можно здорово поставить, плюс под Драгару. Ну и все в таком роде. Вот, в принципе, что касается ближников природы. Все вроде объяснил, свой выбор. Это не отменяет того, ребятушки, что у вас может быть абсолютно другое мнение. И вот там многим очень, например, когда мы голосовали, нравится Кунфуций. Мне он, ну, не заходит. Ну, ничего не могу с собой поделать. Ну, вот не заходит, и все. То есть, ну, вот эти руны по 43, ну, здорово, да, как бы, но нет. Ну, Цукамагами. Я бы с удовольствием потестил Конга, но, к сожалению, очень мало карточек на него. Стритоша, Коба вот у меня, кстати, прокачан. Тоже он у меня на 2 пробуждениях, приближается к 3-му. То есть, он даже духовные связи еще можно сделать. И он у меня там будет 200 на 50, что-то такое будет. Ми, но Ми, опять же, Ми нужна топовая прокачка. То есть вот этих 50 крайне мало. Категорически не хватает. Гриба я все еще прокачать не могу. Вот 953 карточки у меня на него висит. Кстати, тот же самый Минотавр, он очень может пригодиться. Ой, Король Таурус, ну, Минотавр. В яме может пригодиться, вот когда играете против башен. Ну, сейчас все уже там на дамаге проходят.
Но вот так, если кто-то слабенький, то вот похилиться за счет него очень даже здорово. Там Кактусита сейчас многие, кстати, заигрывают. Тоже могу ему вот 11 дать уровень. То есть вот за счет этого тоже измененный герой при атаке наносит урон равный 50. Ну, это мой топ. Вот я его так составил. То есть оттолкнулся от такого. Ну и погнали дальников. На 4-м бонусном, скажем так, опять же месте у меня Мизу. Также пока прокачки немножко не хватает. За счет того, что надо усиливать водного элементаля, чтобы он 3 руны Мороза кидал. Пока что при появлении он кидает 2 руны Мороза. 2 руны Мороза маловато все-таки уже. В конце хода призывает водного элементаля, ну вот в моем случае опять же 12-25 перед собой. Этот элементаль, как я и говорил уже, он дает 2 руны Мороза на стол противника. В начале хода исцеляет на 18 союзников, кроме зданий, за каждого замороженного врага. И в начале хода убивает водного элементаля перед собой и получает атаку, равную его здоровью. То есть она бафает себе атаку. Хороший герой. Может, и заигрывал я ее периодически, но пока что, конечно, по таким статам она просто не тянет мою пачку. Но это не отменяет того, что герой отличный, я и поиграл немало. Вот, и она может приносить победы, может весь стол вообще заспавнить этими рунами Мороза, и будет очень здорово. Если под нее еще брать, например, героя, которого я выбрал следующим в этом топе, это Виксен, то это будет вообще просто топово. Вражеский варлорд атакован, замораживает случайного врага. При появлении врага крадет 23 атаки у замороженных врагов. Ну вот, пока вот у меня на 9-м уровне, также на одном пробуждении, не падают пока особо на него карточки, так что как-то вот так вот. Но, как я уже говорил, Мизу накидывает руны Мороза, то есть противник частенько ставит на эти руны, ибо ему иногда деваться некуда, и, соответственно, он будет воровать атаку. Ну и в начале хода наносит урон, равный 50% вражескому варлорду, то есть 50% атаки. Так как атака у него растет от кражи атаки, то бишь он там может и 200, и 300 атаки моментально, ну, быстро довольно набирать, когда там доп. Прокачка уже будет идти, потом 75% будет. То есть, ну, сами понимаете, это можно разогнать его просто. Ну да, единственное, что, конечно, он мальчик, соответственно, немоту словить может. Да и вообще у нас сейчас немоты довольно много в игре. Вот. Но это не отменяет того, что герой действительно отличный. Просто, опять же, я его пока полноценно, я его очень много тоже играл. Жалко, не пишет, сколько раз играл героем, вот здесь нету какой-нибудь статистики. То есть, ну, пока показать не можем, но, поверьте на слово, играл я им очень много, где он у меня в сборках был, вот, и показывает он себя просто прекрасно. Следующее место это Драгара. Долго я определялся, кто же будет на первом, кто на втором, но все-таки Драгары я играл меньше, вот сейчас только я ее, ну, вот более-менее, скажем так, качнул. На 11 уровне я ее пробудил, вот прокачал до 9. И как бы вот я ее начал сейчас полноценно использовать. То есть она вот получает плюс 16 за каждого героя, в конце хода получает плюс 50% атаки, и при атаке союзника дает ей плюс 9 атак. То есть сейчас она у меня начала хотя бы частично раскрываться. И то еще маловато, конечно. Нужно, ну, наверное, ну хотя бы вот так вот делать ее, чтобы она уже полноценно вот там в 7-6 лиге играла. Но герой, опять же, универсальный и дает немножко атаки, и набафывает себе очень много атаки. То есть она может, особенно вот опять же под Хароном, на двойную руну атаки, она получила там за каждого героя, опять же, камни свои поставили, те же самые, если за Огра играете, получает плюс 16 за каждого героя, и все понеслось там. Кстати, на удивление учитываются и кусты, и здания, и все подряд, короче. Ну, как-то так. Вот, определялся я между ней, ну и все-таки топ мой, я больше люблю Худу. Я очень много его играл, за счет него я проходил кучу кампаний в приключениях. То есть вот он у меня сейчас такой. На 2 пробуждениях, гоню я его на 16 потихоньку. В начале хода исцеляет героя ближнего боя на 13. При появлении союзника дальнего боя дает ему есть способность при атаке, призывает куст с шипами перед собой. И призывает тотем 0,191 перед собой. То есть на 16 будет 0,287. И я уже пробуждать на 16 не буду. Я буду тупо копить карточки, чтобы пробудить и сразу вернуть на 16. Потому что вот этот тотем упускать нельзя.
Вот, потому что тотем увеличится изначально только на 21-м пробуждении. Вот, а на 16-м увеличится здоровье, исцеление. Вот, в принципе, худу можно использовать тоже абсолютно везде. И в лиге его можно использовать, и в приключениях, и в яме в башне. Особенно в яме прикольно, когда он заходит, потому что вот это его умение дать кустики с шипами, то есть прикрыть там кого-то, здорово. Но, соответственно, снизу его комбить нельзя, потому что он дает ей куст, а она не может призвать своего элементаля. Соответственно, нет рун заморозки и теряется вся эффективность Мизы. Вот. Вот, в принципе, все, что касается природы. Опять же, наши мнения, конечно же, могут не совпадать, но я сделал вот так вот. Ну и переходим мы к хаосу. Хаос ближники. И на 4-е место, все-таки недостаточно им еще поиграл, и недостаточно он у меня прокачан. Я поставил любимого героя Эльхана, это Фредди. Вот упал он мне с башни, еще тут карточек немножко подпадало. И вот такой он у меня сейчас вот так выглядит. То есть наносит 23 всем героям, кроме хаоса. При смерти дает случайному врагу, кроме зданий, способность при смерти призывает Фредди, хозяина ужаса, в первый ряд. Врага осталось 3 раза. Эти разы не увеличиваются, насколько я помню. Да, 3 раза всегда так и будет. Вот. И при смерти дает врагу со способностью при смерти призывает Фредди, хозяин ужаса. То есть когда он в кого-то вселяется, способность при атаке получает 30 урона. То есть, ну, это чтобы быстрее Фреддик вышел. И когда он выходит, он еще там долбит. Притом нормально так уроном. Ну и, в общем, хорошо. И вот я сам как бы с этим один раз все у меня получилось. Когда он вселяется в Масуру, Масура же копирует все свойства. И там, если несколько Масур вышло после нее, все они скопировали Фредди, все получили урон. Допустим, вы убили одну Масуру, и пошло появление массовое Фредди. То есть, и весь стол он к чертовой матери сносит. Вот, но учитывайте, что это не дьявол, не мистер дьявол, и он наносит урон всем, кроме хаоса. То есть, если напротив вас играет хаос, то никому он урона этого не нанесет. Вот такое вот дело. Но, опять же, прокачаю его и буду пробовать героя. Мне герой тоже очень нравится, нравится его вот это умение. Вообще здорово выглядит. Следующее у нас идет, это Ореох. Одно время я его играл вообще в каждой пачке, сейчас он у меня немножечко все-таки отдыхает. Даже не знаю вот почему, ну, возможно, просто вот сейчас как-то не лежит к нему душа. Но это не отменяет того, что я офигенное количество игр отыграл с ним, притом даже когда у меня там было меньше, даже там 39, когда отравление было, кровотечение, я все равно им играл. Сейчас вот 54. Ну, по-хорошему, конечно, нужно его в следующий раз пробудить, чтобы он атаку хорошо воровал. Вот когда будет атаку хорошо воровать, тогда уже можно его пробовать. Ну а так, при появлении врага дает кровотечение 54 ему, ей и ее соседним врагам. Атакован союзник, включая Варлорда, крадет 14 атаки у атаковавшего и имеет неуязвимость. То есть герой суперский, много где пригодится. В приключениях частенько тоже он нужен. Там, где у противника нету Грута, а то он там часто Грута таскает. Но вот где Грута нет, то бишь этот отряд вы перекрываете, ну, практически 100%. Вот. Следующее у меня идет это Шаамуна. Тоже вот мне тут немножко карточек ее упало. Можно ее на 15 уровень делать. Пробуждена она у меня 2 раза. На 6-м и на 11-м. Соответственно, на следующем пробуждении у нее вот будет при атаке урон увеличиться. Пока что вот так вот. Перед атакой призывает осколок затмения 82 в первый ряд. Но учитывайте, что после ее, ну, фикса, можно сказать, этот осколок одноразовый. То есть он ход простоял и исчезнет. При атаке наносит 25 урона врагам вокруг себя в радиусе 2 клеток и имеет контратаку. Это не отменяет того, что герой замечательнейший. Она топовая, просто сейчас я ее не играю. Не играю в основном как раз из-за ее осколка, что она спамит этот осколок, и периодически она его, ну, не самым удачным образом спамит. И плюс, если я еще и камни буду вызывать, то она останется просто, грубо говоря, под баблом своим, и все. Да, кстати, здесь не указано, у нее есть божественный щит изначально при выходе. Он зависит вот от этого осколка. Если убили за осколок, и после этого она получила урон, то, соответственно, божественный щит слетит, и ее можно будет добить. Если она просто получит урон, божественный щит слетит, а на следующий ход она опять выпустит осколок и опять получит божественный щит. То есть раньше был герой вообще, ну, практически неубиваемый. То есть если у вас не лежит в колоде там либо мертвого лорда, либо летающего какого-то героя, либо там Санты,
то она стояла, плотно заспамливала камнями. Можно было вообще брать ее, брать еще одного, на всякий случай, там, ближника, одного, там, двух, а все остальное стрелками забивать, и они под ее камнями могли лупасить, просто дай боже. Ну, пока что вот так. Вот на 16 уровне у нее 153 станет камушек. Но мне важнее даже вот это скорее теперь, потому что, ну, камушек что, один ход он постоит, и потом исчезнет, новый появится. А здесь, то есть, увеличится урон, 28 изначально будет, она потом будет бить, там, по-моему, по 40 или по 50. Вот, в принципе, что касается Шамуна. Это не отменяет того, что я все равно могу смело посоветовать в первый магазин брать новичку, и он не прогадает ни разу все равно. Потому что герой замечательный и поможет везде. Ну и на первом месте это уже там, можно сказать, мой мемчик, блин, там, любимый герой, как угодно, это Огрок. Обожаю этого героя. После своего изменения он раскрылся в полной мере, вообще просто в полной мере. То бишь при смерти врага дает плюс 34 союзникам в ряду, при атаке наносит 42-50 трем случайным врагам и в конце хода получает блок 29 за каждого раненого врага. Пробуждать я его пока не буду, хотя могу вот на 16 уровне его пробудить, у него увеличится блок, но очень резко просядет урон. То есть и надо будет подкачивать. Вот, а так вот, потом у него увеличится атака, и только на 26 уровне у него урон увеличится уже изначально, то есть с чистого листа. Но при этом, да, по статам, конечно, он там будет выше. Вроде как и сказать-то нечего, но не знаю. Для меня этот герой на данный момент топовый, он у меня играет всегда и везде я его беру. И это даже не из-за того, что у него, ну вот на данный момент, пожалуй, топовая прокачка из всех у меня. Нет, я его брал, и когда он у меня был гораздо ниже, то есть как только он вот его изменили, я его качнул и начал им играть, потому что реально мне очень он нравится, он может просто, особенно тоже под Хароном, вообще такую грязищу творить, что там дальше ехать некуда. Ну и все в таком роде. То есть, опять же, я его могу применить везде. Не могу посоветовать вам его прям выкачивать, то есть там все бросить и качать этого там Огрока, если вам на него карта нападала. Просто присмотритесь, для меня этот герой раскрылся в полной мере. Мне он реально нравится. Ну и по стрелкам. На 4-е, там, опять же, бонусное место я поставил Агонию. Ничто не отменит моей любви к Агонии. Какой бы она ни была, но вот это вот ее умение превращать раненых героев, кроме зданий, в кристаллы Мадам Агонии 0.67, это прекрасно. То есть да, она и своих, и чужих превращает, но все равно Мадам Агония мадет, и мадет очень даже нехило. В начале хода наносит 18 врагам с максимумом здоровья, кроме зданий. То есть, ну вот при пробуждении оно как раз увеличится. Могу я ее пробудить, но карточек маловато, пока что не буду. Атакован кристалл Мадам Агонии наносит 12 вражескому варлорду. Это такое, скажем так, спасение стола можно назвать. То есть, если вот вы ставите первый Иостру, например, она у вас там простояла как-то, шибанула по столу противника, у него там пусть там даже 5, там 4 героя стоит, вышла Мадам Агония, пусть даже она вашу Иостру, допустим, тоже превратит, но это не отменяет того, что противник понесет гораздо большие потери. То есть, у него полполя превратится тупо вот в эти кристаллы Мадам Агонии. Может, она может, и в приключениях ее надо пытаться использовать. Единственное, что у меня, конечно, мало очень здоровья на ней. Ну, а у нее и после пробуждения его не особо шибко там прям прибавится-то. Она все-таки не про здоровье герой. Ее надо укрывать постоянно. То есть, а вообще, по большому счету, это герой одного удара. То есть, она вышла, превратила, и после этого хоть трава не расти. Вот. Но герой классный. Можно ее пробовать заигрывать, если она вам упала, если там... Плюс она, ну, вообще, по большому счету, не особо и нуждается в прокачке-то. Ну, кристаллы как бы слабее будут, да, там урона меньше, да. Но основное это умение превращает раненых героев в кристаллы, никуда не денется. А оно здесь является все-таки, ну, как бы, таким априори. Ну, понятно, что если у вас, допустим, высокая прокачка, то, конечно, в начале хода она там будет по 40 наносить. Тоже вроде как здорово. Ну, здесь уже на любителя, скажем так. На следующем месте, то бишь на 3-м, тоже открыл я для себя этого героя. Ну как открыл? Я его и до этого пытался заигрывать, но вот сейчас немножечко его подкачал, и для себя я его открыл как замену Александрии. Это не, он, конечно, не является полноценной заменой. Александрия чистит своих героев, то есть снимает всякие противные эффекты, кроме немоты. Он призывает врата ада 0.132 перед собой. При атаке накладывает немоту на атакованного врага и в начале хода дает плюс 16 союзникам за каждого призванного зомби.
Вот эти врата ада, соответственно, призывают, ну, сейчас можно даже посмотреть просто их. Вот они, по-моему, да? Да, врата ада. То есть в начале хода призывает зомби перед собой, а такого он призывает ведьму. Вот. То есть вот такие вот врата ада у него получаются. И герой довольно интересный тоже. Ну, вы сами все видели. У меня во всех видео он был. Очень много я его играл. Пробовал комбил и так, и так, и так. Но он все-таки больше как самостоятельная единица. Единственное, что крайне мало здоровья. Очень мало здоровья. Вот, это уже, то есть 14 уровень, 2 пробуждения. Ну, вот на 16 будет 57 здоровья. Ну, не так, чтобы прям супер-пупер. Ну, плюс это здание. То есть его обычный, как бы, ну, немотой такой не заниматишь. Это нужно ставить либо Грута, либо того же самого Диблиуса, либо Александрию. Там, ну, кто точечно бьет по немоте. Вот. Вот, в принципе, все, что могу по нему сказать. Не везде он, конечно, зайдет, и не во все сборки, но если у вас, допустим, как у меня, плохо прокачанная Александрия, то как замена Александрии он зайдет великолепно. Могу это с уверенностью сказать. Ну и на втором месте у меня Дискордия. Я не перестану повторять, что это отличнейший герой. И когда, допустим, у меня перебор ближников, там я ее с удовольствием беру вместо Харона того же самого, а вместо Харона я могу поставить кого-нибудь другого. У нее, конечно, немножко по-другому, не как все у Харона, то есть она при выходе просто дает сразу доп. Атаку 2 случайным союзникам. Да, это могут быть какие-нибудь мелкие там миньончики, но тоже надо понимать, что если вы берете ее в колоду с той же самой, например, там Лотрикс или кем-то еще, учитывайте, что она может двойные атаки кинуть на ее марионеток, а не на саму Лотрикс. То есть дает 2 дополнительные атаки случайным, ну, дополнительную атаку 2 случайным союзникам. В конце хода дает плюс 8 союзникам хаоса. И при смерти наносит 37 врагам ближнего боя. Ну, это просто приятная плюшка доп. Вот, в принципе, также она у меня 2 раза пробуждена. Вот гоним ее потихоньку на 16. Вот так она будет выглядеть, соответственно, при полной прокачке. Опять же, здоровья крайне мало. Ну и первое место, это вот этот вот засранец, это Йорик Восставший. То есть наносит 58 героям в линии. При убийстве получает 21 атаку и имеет перерождение. То есть спрятали играть за кустом, welcome Йорик. Там стоит кто-нибудь еще сзади, welcome Йорик. Но учитывайте, что вот он при перерождении, он наносит опять эти 58. Но надо смотреть, что если у противника есть немота, то, конечно же, он кинет немоту, чтобы вы не добили этим второй раз, чтобы не прошло по ряду и вы не убили того героя. То есть здесь нужно быть повнимательнее, когда ставить, когда не ставить. Но в основном он заходит прекрасно, особенно на руну двойной атаки, и ряд он может снести вообще спокойно. Кстати, интересный способ убить Мьёльнира. Вы ставите Йорика, Мьёльнир его тут же убивает, ну он, соответственно, наносит 58 Мьёльниру, Мьёльнир его тут же убивает, Йорик возрождается, наносит 58, сдыхают и Йорик, и Мьёльнир. Но при этом задача выполнена, Мьёльнир убит. Ну, как-то вот так вот. Ребятушки, на этом по топчику все. Я желаю вам, конечно же, успехов в выбивании тех героев, которыми хотите поиграть вы. Мой топ вот такой. Вы можете с ним соглашаться, можете не соглашаться. Это ваше абсолютно дело. Я для себя вот выбрал таких героев. Они мне нравятся, я ими играю с удовольствием. И вообще, игра должна приносить вам удовольствие. Если вам реально в кайф играть порядком с Легионом, да и играйте на здоровье. Вы будете получать от этого здоровские положительные эмоции. И это будет самое главное. Если вам нравится что-то другое, ну, пожалуйста, нравится вам, как мне, например, солянки, получайте от них удовольствие. Главное, чтобы игра доставляла какой-то кайф, драйв, ё-моё. И как пел Ступин, блин, танцуйте рок-н-ролл на моем гробу. Как-то так. Ну, вот, в принципе, и все. На этом заканчиваю. Завтра будет стрим. Завтра, если я свою ленивую жопу после ночи расшевелю, то выпущу все-таки башню. Если нет, значит в пятницу. Она у меня пройдена, записана. Нужно только озвучить и выложить. Ну, а кто не подписан на канал, ребятушки, призываю подписаться. Заходите в телегу. Все есть. Кто-то захочет поддержать канал шекелем, то welcome. Все реквизиты также есть под видео в описании. Спасибо вам огромное за то, что смотрите. Всем вам благодарен. Ну и хорошего настроения. И пока-пока, ребят. Пока.